Народ, всем привет! Сегодня мы продолжаем рубрику по копчению электростатическим напряжением. Для этого я заказал на Алиэкспрессе вот такие вот платы. Идея по поводу этих плат и дальнейшего сбора всей коптильни принадлежит не лично мне, а Виталию Павлову. Ссылочку на его канал и все подробности, которые у него есть по поводу создания такой коптильни, вы можете посмотреть у него. Ну а здесь я расскажу, чего добился конкретно я. Выкладывать видео с тем, как собирать этот модуль, я не стал, потому что очень хотелось побыстрее его собрать, посмотреть, как он работает. На самом деле все здесь очень легко и просто. Раз, два, три, четыре, пять, не считая платы, 5 деталей. Дополнительный конденсатор, это уже потом был добавленный, он в комплект не идет. Самое трудозатратное это было вытащить вторичную обмотку трансформатора. Она вымачивалась в парафине, и оттуда вытягивался с помощью вакуума, создавался вакуум и вытягивалось пузырьки воздуха. То есть, чтобы парафин максимально проник в вторичную обмотку и не произошло какого-либо короткого замыкания, либо пробивания. Поэтому можно, в принципе, не опасаться за то, что вторичная обмотка будет работать. Но то напряжение, которое здесь у нас есть, я сейчас могу показать, то напряжение, которое здесь происходит, появляется, этого недостаточно для коптильни. Поэтому необходимо создать умножитель. Схему такого умножителя у Виталия Павлова есть тоже. Я ее перерисовал. Здесь используется 4 конденсатора, 4 диода. И вот по такой вот схеме он подключается. Здесь я набросал это все на коленке. Но дело в том, что вот такие вот размеры, габариты где-либо использовать, применять, нецелесообразно. То есть у нас вот такой вот генератор, да, и вот такой умножитель. Довольно-таки сложно. Необходимо это как-то укомпоновать, соединить все так, чтобы можно было уменьшить размеры. И мне пришла идея сделать это все вот таким вот образом. Что здесь, будет? Здесь будет вход. Вот эти 2 конденсатора, вход. От этих конденсаторов будут идти диоды. Диоды, кстати, 2CL77. И конденсаторы я использую 102 на 30 киловольт. Диоды, кстати, тоже до 30 киловольт выдерживают нормальное напряжение. Здесь у нас будет вход. Здесь от конденсатора будет идти один диод. Потом второй диод. И вот таким вот образом это все будет спаиваться, потом заливаться. Так же самое и с другой стороны, симметрично будет происходить подключение диода. Давайте сейчас зальем эти диоды и посмотрим, что у нас из этого получилось. Вот мы залили диоды. Таким вот образом они у нас будут выглядеть. Термоклеем позаливал их, подготовил. Теперь нам нужно будет их подсоединять. То есть мы берем все, выравниваем настолько, чтобы наши контакты были максимально приближены друг к другу. Вот таким вот образом мы можем после небольших манипуляций обработать их паяльником. И у нас все замечательно будет работать. Вот таким вот образом можно будет потом соединить, запаять и потом сверху нанести клеем. Давайте мы все это сложили.
у нас все получилось. Все ровненько, идеальненько, все замечательно. Сейчас обработаем паяльничком и зальем это все клеем. Вот такой вот у нас получился бочоночек небольшой. По сравнению с тем, что макетная у нас. И вот это получилось, конечно, кстати. Вот так он теперь у нас выглядит. Осталось сюда подпаять контакты от катушки. И посмотрим, какую искру он нам будет выдавать. Конечно, это не капитальная пропайка, это так, для демонстрации, для просмотра. Вот. На самом деле потом это все будет намного качественнее спаиваться. Что-то как-то не очень. О, пусть будет так. Нам чисто посмотреть, как оно это все работает. На всякий случай я возьму проволочку. Вот, и вот эти вот два контакта у нас получается, этот у нас выход и этот у нас выход. Вот этот выход. Так, включаем, смотрим. Ух ты! Если камера успеет это все показать, то все довольно-таки круто. Сейчас я выключу свет, и мы посмотрим. Во-первых, уже здесь происходит искра, хотя я ни к чему не прикасаюсь. И здесь. И, кстати, чувствуется, что между этими двумя контактами происходит воздушный поток. Так что вот такая вот схема у нас получается. Компактная, удобная, хорошая. Ну и вот от макета к конденсаторам, к диодам и вот к таким вот соединениям. Ну, по сути дела, я заказывал 5 комплектов, 5 катушек на всякий случай. То есть, если делать, допустим, 2 коптильни, 3 в запасе, делать 4 коптильни, 1 в запасе, потому что все-таки с Алиэкспресса у нас ждать приходится месяц-полтора. Вот. И поэтому как раз про запас я подготовился. Продолжение следует. Дальше у нас будет временное включение-отключение, интервал между включениями, продолжительность работы самой этой катушки, дымогенератор, ну и запуск, соответственно, уже самой коптильни. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Всем пока-пока.